Байки из склепа. Расстрельный взвод. Приготовить оружие. Привет, мелюзга. Я как раз собирался выпалить историю на сон грядущий. Она о молодом солдате, которому расхотелось быть в армии. Не могу даже представить, почему. Ведь война — равная для всех возможность уничтожать. Так, на чем это я остановился? Ах, да. Готовься, целься, и самая моя любимая часть — огонь. Я назвал сегодняшнюю байку «Трусость». Трусость. «1918 год. Где-то во Франции. 49-й день непрекращающейся битвы. Удерживать позиции. Солдат, ты видел лейтенанта? Черт. Солдат, где лейтенант? Проклятие. Ты видел лейтенанта? Он где-то сзади. Дьявол! Проклятье! Выпейте, сержант. Лейтенант, у нас приказ взять высоту. Атака уже началась. Что вы здесь делаете, сэр? Что вы сказали, сержант Риппер? Говорите громче. Немцы нас с землей мешают. Или вы еще не заметили? Мы должны взять высоту. Или вы хотите сорвать атаку? Мне незачем срывать атаку. Гансы и так скоро оставят от нас мокрое место. Я хочу, чтобы вы дали сигнал к отступлению. Я не могу, сэр. Генерал приказал взять высоту. Я приказываю отступать. Немедленно. У вас приказ взять эту чертову высоту. К черту приказа и к черту генерала. Это нас обстреливают и убивают. Ну же, сержант, подайте сигнал. Отступаем. Спасибо, сержант. Позаботьтесь о раненых.
Похоже, Ван Фёрстенберг бросил все резервы на левый фланг, генерал. Наблюдатели сообщили об их дозорах здесь, здесь и здесь. Возможно, он собирается провести отвлекающую атаку. Нет, это не в стиле Ван Фёрстенберга. Куда он подтягивает силы, там и будет атака. У этого сукина сына все как ein, zwei, drei. Не знаю, сможем ли мы сдержать атаку, сэр. Немецкая артиллерия точно напротив наших траншей. Есть новости с передовой? Нет, сэр. Они уже должны были взять высоту. Думаете, Ван Фёрстенберг купится на нашу утку? Надеюсь, что да, капитан. Если немцы решат, что мы наступаем, возможно, они замешкаются, что даст нам время перегруппироваться. Отличная уловка, сэр, если только мы возьмем высоту. Сержант, что случилось? Прошу прощения, капитан. Думаю, генералу следует услышать мой рапорт. Вольно, сержант. Сигарету? Благодарю, сэр. Ну что? Как идут дела? Боюсь, контратака на холм провалена, сэр. Мы туда не дошли. Не дошли? Нет, сэр. Нас заставили отступить. Отступить? Кто приказал отступать? Ну, сержант. Лейтенант Келтроп, сэр. Лейтенант Келтроп? Вы говорите, что мой сын приказал отступать? Да, сэр. Мои люди, те, кто остались, были измотаны. Генерал, в таком случае сражение можно считать проигранным. Проигранным? Я ни разу в жизни не отступал. Что скажет на это высшее командование? Возможно, у нас еще есть шанс. Мы подтянем туда вторую роту. Соедини меня со второй ротой. Связь пропала, генерал. Пропала. Это, вероятно, дело рук немцев, сэр. Они выслали дозоры. Капитан, пусть лейтенант и сержант вместе с парой солдат найдут разрыв и восстановят связь. Генерал, при всем уважении, посылать вашего сына на это задание – неудачная мысль. Почему это? Он боевой офицер, разве нет? Это так, сэр. Но... Сержант, скажите вы... Да, сэр. Лейтенант – мой непосредственный командир, сэр. Не тяните, сержант. Простите, генерал, не знаю, как сказать. Говорите, как есть. Он трус, сэр! Пришлите его сюда. Ты хотел меня видеть? Забыл, как нужно докладывать? Ладно. Лейтенант Мартин Келтроп по вашему приказанию прибыл, сэр. Капрал. Вольно. Правда то, что про тебя говорят? Смотря что говорят. Солдаты говорят, что ты, лейтенант, слабак, что ты трус. Пусть говорят. Мне нет до этого дела, сэр. А мне есть. Это ваша привилегия, сэр. Правда ли то, что ты приказал сержанту Риперу подать сигнал к отступлению? Да, сэр. Я спас роту. Если бы мы продолжали атаку, никто бы из нас не выжил. У нас не было никаких шансов взять высоту. Лейтенант, задача атаки была в том, чтобы прижать немцев к земле, пока отступали остатки дивизии. Мы и так отступили. В чем разница? В чем разница? Разница в том, что мои люди погибли, получив пулю в спину. Ты был бы рад, если бы и мне досталась пуля. Ты знаешь, что это не так. Не знаю. Но я знаю одно. Я никого не убил. И сам не хочу быть убитым. Ты должен выполнять свою работу. Отец, я не хочу больше служить в армии. Я хочу в отставку. В отставку? Да, сэр. Я не могу тебе ее дать. Ты ничего не можешь для меня сделать. И никогда не мог. Ты не понимаешь? То, чего ты просишь, подорвет мой авторитет. Причем здесь я? Я скажу, причем.
Первое. Ты соберешь отряд и пойдешь к немецким позициям. Но я... Не перебивай. Второе. Наша линия связи оборвана. Ты должен найти обрыв и починить связь. Что? Сэр, при всем уважении, я соберу отряд, но с ним я не пойду. Я не обязан. Я офицер. Черт. Именно потому, что ты офицер, ты должен пойти. Я не могу. И не пойду. Мартин, послушай меня. Я не могу дать тебе отставку. Но если ты сделаешь это для меня, если ты поведешь отряд, я переведу тебя в тыл, подальше от передовой. Ты переведешь меня, если ты выполнишь мое задание. Где капрал Мид? Капрал, вы нашли разрыв? Да, сэр. Около 100 ярдов отсюда. Там, где заграждение заворачивают налево. Немцев там видели? Они там повсюду, лейтенант. По-моему, ганцы что-то затевают. Не удивлюсь, если эти сукины дети пойдут на нас ночью. Хорошая работа, капрал. Удачи, сэр. Ладно, выдвигаемся. Идем направо. Где разрыв? Там, где сержант повис на проволоке. Да. Господи, немцы передвинули позиции вперед. Что? Как вы узнали? Носом чую. Сержант, не вижу смысла двигаться дальше. Обрыв слишком близко к позициям немцев. Нам лучше вернуться. Он всего в 50 ярдах, сэр. Слишком близко к немцам. Возвращаемся! Мы должны это сделать. Вы должны это сделать. Вы нужны нам. Послушайте, оставайтесь здесь и наблюдайте с тыла. Мы с ребятами займемся кабелем. Кто-то ведь должен нас прикрывать, верно? Если увидите гансов, свистите. Свисток выдаст мою позицию, я... Ладно, сколько времени вам нужно? Как найдем разрыв? Несколько минут, сэр. Хорошо, делайте все быстро.
Свистите, я услышу. Капрал, как дела у отряда? Не знаю, сэр. Ничего не видно. Дайте-ка взглянуть. Давайте же, ребята. Есть сообщение от разведотряда. Тишина, сэр. Скорее, проклятье. Быстрее. О, Господи. Лейтенант, что происходит? Подходите и получите свое. Нет! Ты должен был предупредить нас. Почему ты не свистел? Ты должен был предупредить нас. Почему не предупредил? Почему? Ни черта не видно. По звукам похоже, что рванули 2 немецкие гранаты, и были слышны выстрелы. Господи. Не стреляйте! Не стреляйте! Что случилось, лейтенант? Немцы повсюду. Они выследили нас. Риппер и остальные. Они все убиты. Капрал, соберите отряд. Возможно, есть выжившие. Да, сэр. Нет, они мертвы. Ради всего святого. Я сам видел. Проклятые немцы. Они кругом. Где генерал? Они ждали нас. Немецкий дозор. Они были в засаде. В засаде? Да, сэр. Я пытался спасти людей. Я застрелил столько немцев, сколько смог. Я стрелял и стрелял. Сам едва живой остался. Вы сделали все, что могли, лейтенант. Это все, что я от тебя хотел. Теперь ты понимаешь, почему я послал тебя туда. Я не мог позволить людям думать, что ты трус. Как бы я мог просить их о том, о чем не мог бы попросить своего сына? Но теперь ты показал им, из чего сделан. Ты показал, чей ты сын. Спасибо, сэр. И вы по-прежнему собираетесь перевести меня отсюда? Конечно, я всегда держу свое слово. И теперь никто не посмеет называть тебя трусом. Я горжусь тобой, сын. Осторожней, сержант, осторожней!
Какого черта здесь происходит? Ты трусливый ублюдок. Позовите санитаров. Сейчас будут, сэр. Нет. Ты проклятый трус. Риппер. Он видел, как немцы окружают нас. Он мог нас предупредить, но он не сделал этого. Он трус. Мартин? Это правда? Нет, сэр. Посмотрите, сержант явно бредит. Он трус. Он сдал своих немцам. Это ложь, сэр. Говорю вам, я стрелял в немцев. Ты лжец. Ты бросил меня умирать. Ты трус. Санитары, позаботьтесь о теле сержанта. Сэр, я говорю правду. Я убил этих немцев. Кому вы больше верите, мне или ему? Здесь лейтенант прав, сэр. Ты стрелял в немцев из этого оружия? Да, сэр. Из него ни разу не выстрелили. Арестуйте этого человека. Отец, я твой сын. Ты не можешь так поступить. Не можешь. Капитан, сообщите офицерам, чтобы они явились в церковь. Что ты делаешь? Военно-полевой суд над лейтенантом Келтробом состоится через час. Капитан, суд принял решение? Да, сэр. Принял. Подсудимый, встаньте. Трибунал признает подсудимого лейтенанта Мартина Келтроба виновным в нарушении воинского долга, дезертирстве с поля боя и проявлении трусости перед лицом врага. Согласно требованиям военного закона, мой долг как командира дивизии сообщить вам, лейтенант Келтроп, что вы были признаны виновным по всем пунктам обвинения. Наказание за эти преступления – расстрел. Поскольку на ближайшее время намечено отступление, приговор будет приведен в исполнение на рассвете. Капитан, отберите 6 человек. Они должны быть здесь в 6 утра. Заберите у арестованного шнурки. Я не хочу, чтобы он повесился. Вы опозорили свою форму. Я никогда не хотел ее носить. Ты этого хотел. Генерал, возможно, вам стоит подумать об этом. Не о чем тут думать. При всем уважении, сэр. Не слишком ли вы поторопились? В моей армии трусов не будет!
Здравствуй, отец. Что привело тебя сюда? Не возражаешь, если я буду называть тебя отцом? Такие, значит, дела. Мои шнурки уже у тебя. Капитан Миллиган забрал мой ремень. Я сказал ему, что он даром теряет свое время. Я здесь потому, что боюсь смерти. Думаю, он не понял мою шутку, отец. Мартин, для меня это нелегко. Я не заметил, что тебе было тяжело приговорить меня к смерти. Суд признал тебя виновным. У меня не было выбора. Нет, это у меня не было выбора. Всю свою жизнь я должен был угождать тебе, радовать тебя. Я растратил свою жизнь. Я поступил в военную школу, затем в Вест-Пойнт. И вот теперь это. Но мне хотелось лишь одного, чтобы ты просто похлопал меня по спине. Только и всего. Похлопал по спине. Это все, чего ты хотел? Это стало бы началом. Хочешь, я поделюсь с тобой маленьким секретом, генерал. Ты был плохим отцом. Это нас уравнивает, сын. Ты был плохим лейтенантом. Почему? Потому что я боюсь смерти? Господи. 200 человек идут в атаку, и 30 из них возвращаются без рук и ног. Любой, кто говорит, что ему не страшно, либо дурак, либо лжец. Но ты позволил страху завладеть собой. И это узнали все. Так вот в чем моя настоящая вина, отец. В том, что теперь весь мир узнал, что сын великого генерала Келтреба боится смерти. Да, я боюсь смерти. Мартин, ты прав. Я был тебе плохим отцом. Большую часть времени меня не было рядом. Когда я был мальчиком, я тоже редко видел своего отца. Но так всегда и бывает в семьях военных. Все, что я хотел от тебя или для тебя, так это чтобы ты пошел по накатанной колее. Но я ошибся. Теперь я это понимаю. Было ошибкой заставлять тебя следовать моей воле, и я прошу простить меня. Слишком поздно ты об этом подумал. Через час я умру. Нет, еще не поздно. Ты не умрешь. Что? Думаешь, я убил бы своего сына? Мартин, послушай. Одна из винтовок расстрельного взвода всегда заряжена холостым патроном, чтобы солдаты не знали точно, кто произвел смертельный выстрел. Заряжать винтовки буду я. И в этот раз я их все заряжу холостыми. Когда взвод выстрелит, ты притворишься мертвым. Дивизия двинется с места незамедлительно. Я уже отдал приказ. Послушай меня. Я приготовлю для тебя ранец. В нем будут новые документы, деньги, еда. Я положу его в канаву, в которую ты упадешь. Как только рота выдвинется, уходи. Ты понимаешь? Ты правда сделаешь это для меня? Конечно. Но я хочу, чтобы и ты кое-что сделал. Все, что угодно. Стой перед взводом как мужчина. Покажи им, что у тебя есть мужество. Покажи им, что ты не боишься. Ты можешь это сделать, ведь так, сынок? Да, сэр.
Смирно! На караул! Хороший денек, чтобы умереть, отец. Взвод, 2 шага вперед. Шагом марш. Налево. Кругом. Шагом марш. Взвод, стой. Направо. От имени американского народа военный суд 101-го пехотного полка американского экспедиционного корпуса признал вас виновным в проявлении трусости перед лицом врага и приговорил вас к расстрелу. Приговор будет приведен в исполнение незамедлительно. Сигарету? Нет, спасибо. Но я хотел бы выпить. Позволите? Хорошо. Повязку, лейтенант? Нет. Благодарю вас, капитан. Хотите сказать последнее слово? Да, хочу. Хорошо, говорите. Я старался стать таким же человеком, как мой отец. Мне не удалось. Простите меня. Страх перед смертью не позволил мне нести ответственность за моих людей и выполнять обязательства перед своим командованием. Теперь я понимаю смысл строк Шекспира. Трус умирает много раз прежде, чем к нему приходит смерть. К храбрецу смерть приходит лишь единожды. Я готов. Взвод, стройся! Спасибо, святой отец.
Приготовиться. Целься. Огонь! Если позволите, генерал, он умер как мужчина. Да, мой сын не трус. Хорошо, лейтенант. Выводите роту отсюда немедленно. Нам необходимо взять высоту. Мартин, пусть именем твоим будет храбрость. С любовью, папа. Я думаю, Мартин наконец-то усвоил урок. Кишка тонка, и нет кровавой славы. Ну, мне пора, детишки. Пришло время терапии свинцом. Огонь! Да, да, о да, черт, какое же это наслаждение! Озвучил Николим Загмалхор.